Гиря, покоящаяся на верхнем конце спиральной пружины, укрепленной на подставке, сжимает ее на x1 равно 2 мм. Но та же гиря, упавшая с некоторой высоты h на конец пружины, сжимает ее на x2 равно 2 см. Определите высоту h. Так у нас гиря покоится на верхнем конце пружины, сжимает ее на 2 мм. Теперь гиря, если она падает с какой-то высоты, сжимает ее на 2 см. Нужно определить, с какой высоты упала эта. Вспомним о том, что энергия сжатой пружины W вот равно kx квадрат делить на 2 dx это нажатие пружины. Это известная формула в соответствующих учебниках. Почему так? Можно посмотретить. Файл 005-007. Откуда берется вот это kx квадрат? С другой стороны, мы знаем о том, что сила, с которой пружина действует на сжатие, равно минус kx, где x сжатие. Почему минус? Потому что сила противодействует сжимающей силе. Но мы сейчас будем рассматривать модуль этих значений, поэтому просто будем знать о том, что модуль f равен значению действующей силы равен значению kx. В данном случае, воспользоваться этой формулой, нам неизвестна сама жесткость пружины. Но если допустить, что гиря, которая падает, имеет какую-то массу m и вес ее, чему равен mg, можно записать о том, что в данном случае mg вес равно kx. Отсюда можно определить жесткость пружины. А равно, получается, mg поделить на x. Когда гиря просто лежит на пружинке, у нас будет здесь x1. Вот для этого случая мы определим, что коэффициент жесткости равен весу самой гири делить на x1. На вот это же. Теперь же энергия пружины должна поглотить ту энергию, которую приобретет гирька, когда она будет падать с какой-то высоты. Она падает не только с высоты h. Дело в том, что если она падает с высоты h, гирька тоже сжимается, реально получается, что до момента, если в первом случае у нас вот пружина находится вот так, и здесь находится гирька, то во втором случае у нас получается так. Гирька падает с высоты h, вот она, и кроме этого еще и сжимает пружинку на высоту x2. Реально энергия падения гирьки будет выглядеть для того, чтобы посчитать всю эту высоту, с которой она падает, h плюс x2. И тогда вот эту энергию гири, которая падает с вот этой высоты, гиря компенсирует своей энергией. То есть в этом случае можно записать таким образом для этого случая, что энергия, которая будет противодействовать падению гирьки с высоты h плюс x2 будет равно kx квадрат второй, что делится на 2. А высота падения и энергию, которую гиря приобрела в результате падения, скажем так, энергия падения будет равна mg умножить на высоту, с которой она падала, плюс x2. И получается, что энергия гирьки, которая падала вот с этой высоты, она должна быть равна энергии сжатой пружины. Давайте приравняем эти две величины. Так он будет с этой стороны. Энергия падения гирьки mg h плюс x2 и равно чему? kx квадрат второе 2. А-то мы определили еще в первом случае, что k равно mg делить на x1. Вместо этого значения k можно поставить вот это значение. Это x2. Итак, здесь запишем, вместо k пишем mg делить на x1. Это просто записали пока вместо только k. Останется умножить на x2 в квадрате, что делится на. Давайте запишем это все уже без этого промежуточного значения. Получаем mg h плюс x2 равно mg делить на x1 и умножено на x2 в квадрате, что делится на. Ну, как видно, тут можно сократить mg. Мы только допустили, что гирька имеет какой-то вес. Тут же у нас не указано, как он есть, поэтому благополучно с этого уравнения уходит. И так будет h плюс x2 равно x2 в квадрате, что делится на x1, и еще умножить на 1 вторую. Отсюда можно найти высоту, получается h равно x2 в квадрате, что делится на 2x1 минус x2. Давайте сейчас посмотрим, какие тут будут выражения. Ставим сюда значение, что мы получаем x2 в квадрате. Пишем как есть. 2 сантиметра в квадрате делится на 2 умножить на 2 миллиметра. И минус сколько? 2 сантиметра. Как видно, здесь есть вещи, которые необходимо преобразовать. Но давайте вот это, чтобы было у нас все в сантиметрах. Нам же не обязательно метры преобразовывать. Просто достаточно получить значение сантиметра. Миллиметр это что? 10 миллиметров это равно 1 сантиметр. 1 миллиметр это в сантиметр делить на 10. Так записываем h равно. Тут поставим еще 2 сантиметра в квадрате. Как есть, делится на 2, умножить на 2. И что умножится на 10 в минус 1 сантиметр. Минус 2 сантиметра. Продолжаем дальше. Работать аккуратно. Будет здесь 4 сантиметра в квадрате. Делится что? На 4 умножить на 10 минус 1 сантиметров. И минус 2 сантиметра. Смотрите, вот эти сантиметры и квадратик мы сократим. Мы получим 4 разделить на 4 будет единичка. И 10 пошло. Мы получаем значение 10 сантиметров минус 2 сантиметра. Мы получаем значение 8 сантиметров. Получается, что высота, на которой должна быть расположена гирька перед пружиной, до того, как она падает, h должно быть равно
8 сантиметров. Получается, что эта энергия, которую мы пробиваем в течение вот этого всего пути, она компенсируется энергией сжатой пружины.